Ребят, всем здорово. Надеюсь, видите габариты. Наконец-то я до него добрался, руки дошли, так сказать. Это телек, диагональ сразу скажу 110, вес на глаз не скажу, но зараза неподъемный. Ой, вот его моделька. Это Hyundai. Ну, в общем, тут целое шоу было, как я его в сарай заносил. В общем, сейчас вот колонка одна отлетела, вторая осталась. Сейчас я попробую выдрузить на стол и начнем разбирать. Так, ребят, выдрузил его на стол. Пока только открутил ногу. Ногу завесил. Больше 6 кило. То есть сейчас фотку покажу. Я так думаю, набирайте печенек, чайку. Разбор будет очень длинный. Начинаем раскручивать. Так, ребят, разбор ноги не стал снимать. То есть, как видите, вот такая пластина здоровая и алюминиевые ножки. Ножки сразу завешу. Не падать. Интересно. Ножек почти 400 грамм. Сразу убрать нафиг, чтобы не мешало, не сказал. Снял вот такой кабель питания. Целый, не пробитый. То есть, я думаю, скоро он обретет хозяина. И закладываем эту пластину. То есть, надеюсь, сейчас цифра будет видно. 4,5 кило. То есть все остальное занимало пластик. А вот еще ведерко шатает, мешает. Ну ладно, 4,5, на этом остановимся. В общем, сейчас ставлю камеру на штатив и погнали крутить. Так, ребят, нашел загвоздку. В чем? Вот они, крепежи, как на видеокарте. То есть разъемом для компьютера. Все, крышка снялась. Кстати, есть подозрение, что она алюминий. Клево. Ой, корпус тоже алюминий. То есть я только что магнитиком пробил. Корпус алюминиевый. Уже шикарно. Так. Ну что, на взгляд. Много алюминия. Дохренища плат. В принципе, я думаю, сейчас сниму камеру. Немножко пройдемся, посмотрим, пока все не скручено. Так, ребят, вот такая кратенькая экскурсия. То есть, блин, если смогу, сейчас чуть ли не до потолка поднимаю, то есть и не беру практически весь его. То есть, как видите, такого рода плата. Интересно, шлифы куда идут. Видимо, на матрицу. Огромные радиаторы, трансформаторы и все такое. Я так понимаю, вот эти мелкие, возможно, КМочки. Да. Зрение меня не обмануло. То есть в основном трансформаторы и вся лабуда. Здесь огромное количество чипов, как видите, и чипы памяти, то есть вот двухсторонние многоножки. Тут что-то под крышкой. Это все. Тут еще куча всего напихано. То есть я думаю, расположение вы видели, кому было интересно. Такая, гляньте, огромная куча чипов, залитых силиконом. То есть реально телек прям поражает своими объемами. В общем, ставлю камеру обратно, крутим дальше.
винчик. Как все печально. Шурик. Все, шурик сдох. Шурик свои несколько дней отработал без заряда. В общем, ребят, я прерываюсь, ставлю шурик на зарядку и потом продолжим. Так, ребят, прошло уже почти 1,5 часа, шурик зарядился. То есть, ну, пока шурик заряжался, я немножко прошелся отверткой, а все равно он пропустил. То есть это дело сейчас уберем. Ну, просто покрутил винтики, ну, чтобы сократить время, чтобы не просто не смотрели крутежку. Не знаю, пока не отсоединял ничего. Сейчас попробую, что из этого выйдет. Ну так визуально, в принципе, ничего не держит. Я так понимаю, здесь шлейфы. Но шлейфы как-то хитро приделаны. Блин. Оторвал. Они цепляются вверх. То есть так вот вверх все снимается. Ну, в принципе, как на ноутбуках есть такие разъемы. Так, это я снял. В принципе, все снял. Вот все. Еще одна плата. Ну точно, на спайке все. На жесткие, кажется, сцепки. Ладно, плату потом рассмотрим. Так, далее. У нас вот эти платы идут. В принципе, вот, поддевается уголочек. Я так понимаю, алюминий. Ну, что-то тут не дает. Скотч. Вряд. Нет, под скотчем еще 2 винта есть. Сразу крутим. Ну, как видите, глубоко я не лазил, просто схватил то, что было на виду. Да, уголочек алюминиевый, отлично. Винтики к винтикам. Так, скотч в мусор. Что мы тут имеем? Надеюсь, вам видно будет. То есть это у нас шлейфы, все соединение на маленьких шлейфах. Не помню, как она вверх. Они просто, кажется, отщелкиваться должны на себя. Вот так вот. Да, вот шпок. Хотя можно, блин, и повредить немного. Так, одну платку снял. То есть, ну, интересная довольно-таки. Самое главное, ребят, снимаю платы. Они все очень тяжелые. Не знаю, в связи с чем. Возможно, это хорошее качество от производителя. Так, все. Остались вот эти. Также платка на шлейфах еще одна. Блин, я думаю, вам не видно было. То есть вот такая платка. Довольно-таки тоже увесистая. Сразу извиняюсь, то, что не попало в кадр. Ну, сами видите габариты данного прибора. Ну, а камеру мне просто дальше поставить некуда. Так. В принципе, все. Это плата с кнопками. Общую кучку. Так, ну тут, в принципе, больше держать ничего не должно. В общем, ребят, никогда не вскрывал плазму. ЖК у меня были. Винтик один уберу. Глаза мозолит. ЖК у меня были, но плазм не было. Что там под ней? То есть, в принципе, можно уже начинать курочить, я так думаю. Блин, даже шуруповерт положить некуда. Вот беда. Так, все собрано, откручено. Уголочки, вставки такой алюминий. Да, алюминчик. Нормально, все в кучку общую. Так, как это дело, может быть, как-то подковырнуть? Да, вот, все это дело подковыривается, шевелится. Я так понимаю, это будет сам экран. Так, друзья, блин, ну, я надеюсь, вам будет видно. Просто полосатый экран. Сейчас я камеру сниму со штатива и еще раз ее отсниму,
чтобы вам было видно. Вдруг я еще что расколочу. Так, ребят, вот, то есть поднимаю. Довольно-таки тяжелый, зараза, экран. То есть, как видите, стекляшка такая, довольно-таки плотная. Тут тоже, я так понимаю, стекло. Да, пальцем стучу. Это стекло. Сейчас буду думать, как вот всю эту фиговину поснимать отсюда. Ну и засниму, попытаюсь. Так, ну, если честно, я даже не знаю, с чего начать. Мне, в принципе, его не жалко, но... Ух ты, я только увидел, что такие хорошие позолоченные эти. Все шлейфики. Я думаю, тут тоже все в золоте будет. То есть надо как-то умудриться отстегнуть ее от стекла. Вот как это сделать, я пока не знаю. Я вам сразу говорю, плазма моя первая. Ой, стекло полетело. Так, ребят, у меня тут первая фиаско. Как видите, стекло оказалось двухслойное, то есть вот эти шлейфы заходят вот в эту сетку между стекол. То есть вот сама эта плазменная фиговина. И вот куча битого стекла, как видите. То есть то, что я боялся, то и приключилось. Ну, в принципе, сейчас буду дальше курочить саму эту. Так я понимаю, уже есть сама плазма. В общем, поехали дальше. Так, ребят, видите, чуть порезался уже, но это все фигня. То есть, значит, все равно авось колотить начал. Решил заснять, как я снимаю вот эти самые фигнюшки. Шлейфы. Блин, оторвался, зараза. Как видите, позолотки здесь прилично. Я так понимаю, на самой вот этой матрице, фокус появись, на самой матрице тоже позолота есть. То есть придется все это дело сейчас по кусочкам вот так вот отдирать, чтобы ничего не потерять. Их еще много. В общем, смотрим. Так, ребят, то есть мои страдания дальше продолжаются. Как видите, вот такие шлейфики снял вот с этого края. То есть попробовал погреть феном. Ну, особо ничего не дало. Тут откололся кусок стекла. Я так понимаю, вот это и есть та самая хваленая плазма. Там уже дальше, я так вижу, металл. То есть сейчас туда не буду заморачиваться. Шлейфы я все поснимал. Сейчас просто ее, наверное, аккуратно расколочу. Все остатки. Так, ребят, в общем, расколошматил ее. То есть стекляшек стала куча большая. Вот смотрю, на стекле остались места, куда заходили шлейфа. То есть такое ощущение, что тут таки осталось позолота, которая вот шла к этой матрице. То есть производитель, что могу сказать? Скотч супер, скотч просто прям классный. Хрен отдерешь. То есть я, наверное, буду заканчивать, ребят. То есть, да шучу, сейчас я подмету. А подметать мне тут много. И уже рассмотрим платы. Так, друзья, я вроде бы убрался. То есть это вот две наши чашечки. Сразу я их уберу. То есть со шлейфиками, с позолоченными. Как видите, может, упустили внимание. То есть на шлейфу обе стороны позолоченные. И смотрите, тут на краю не оторвалось, они просто съехали в одну сторону ниточки. То есть я так предполагаю, что и внутри тоже может быть позолотка. Так что я их оставляю целиком, не буду срезать ничего. Это все дело убирается пока в сторону, чтобы нам не мешалось. Ну что, приступим к нашим платкам. Ну, ребята, это уже, можно сказать, конец. Потерпите. То есть мы до этого добрались. То есть, как видите, на плате очень много подсоединений со шлейфами. Вывода, не знаю, вам камера, наверное, не покажет. А вот, вскрыл. Может быть, так видно будет. То есть все желтенькое, все позолоченное, отлично. Также присутствует много микрух мелких, СМДшки большие. Тут со стороны тоже шлейфы. Ну, то есть что взять. Я думаю, кто в курсе, увидел, что интересно. Так, вот это спайк плат с обратной стороны. Ну, маленькие СМДшки. В принципе, тут ничего интересного нету. Тут
Тут на плате сразу видно. То есть разъемы, имеется в виду вот эти компьютерные, VGA-шные, то есть снимутся. Также все чипы, все микрухи, мелкие микрухи, такие вот транзисторы треногие, они с золотым волоском внутри. Ну, в принципе, то есть смотрите сами, взять есть что. Я вот не понимаю, вот этот синенький, это либо катушки, либо предохранители, но обычно предохранители зеленые бывают, ну да пофигу. Вот этот селектор каналов я не буду сейчас скрывать, ну уж извините. То есть эти платки бомбить я сразу не буду. Эти платы пойдут к моему дружбану. Шура, привет тебе. То есть на спайку деталей, которые нужны ему для ремонта. То есть это плата питания, я так понимаю. Видите, плата весит не знаю сколько, то есть ну реально тяжелая. Трансформаторы, релюшки, ну и в принципе вот такая куча мелких КМочек. Я думаю, все видите, маленькие вот такие вот желтенькие, вот. То есть все этими КМками усыпано. Ну также транзисторы всякие разные, вот под радиатором спрятались их кучи. Большие транзисторы, в основном медь, алюминий. Так, пойдем далее. Ну, платка полегче, попроще. Здесь сразу видно, что это мост компьютерный, чип большой стоит. То есть уголок позолоченный и приклеен к нему сразу радиатор. Тут, скорее всего, не паста, а термоклей. Кнопочка даже есть. Прикольно. Также полностью позолоченные все разъемы. Микрухи, SMD-шки большие. То есть снимать, не переснимать. Также вот такой транзистор есть. Они очень редко попадаются. Вот с золотыми этими бачками. То есть, как видите. Ну, это, скорее всего, даже фильтр. Да, вот катушечки медные. То есть, а вот еще пару транзисторов, которые мне редко попадались. Чуть-чуть попробую клей содрать. Как видите, сейчас попробую приблизить. То есть, у них окоемка полностью позолочена. И на донышке тоже есть немножко золота. То есть, с обратной стороны вот так. Одна микруха. Ну и мелкие СМДшки сдуются. Так, далее. Такая плата у нас была. Да, похожая была. Это то, что вот от низу телека. То есть саму суть вы поняли. Тоже все то же самое. То есть они как близняшки. Так, вот такая платка, на которой было очень много чипов. То есть чипы, правда, единственное, чипы в силиконе, но это ничего страшного, все это легко снимется. То есть все разъемы, вот эти вот разъемы все позолоченные. Самое интересное, вот эти вот прозвоночные контактные пятнышки тоже очень желтые, то есть они отличаются от площадок, где винты посажены, где медь. Также куча микрух. Самое интересное, вот такие синенькие, то есть я не знаю, что это за конденсаторы или транзисторы это. То есть мне такие вообще впервые попадаются. Ну так, все такое же. Медные катушки, алюминиевые радиаторы, два ряда транзисторов на медь. Ну, в общем-то, больше ничего. Ну, также тоже микрушки, разъемы. То есть сзади она выглядит вот так вот. Так, это шлейфик. Кстати, шлейфики вот такие вот, ребят. Ну, в хозяйстве держите несколько штук. Бывает, что где-то на технике ломается, допустим. Этот шлейф просто берется, отрезается по ширине, ну, которая нужна конкретно вам. Там бывают вот такие маленькие, допустим, на 4, на 6 жилок. То есть отрезается аккуратно. И все. Ну, можно даже с запасом. То есть, чтобы вход был здесь одинаковый и там. А тут можно наискось. То есть, чтобы оно не коротнет ничего. То есть, шлифы эти в дело годятся. Так, передняя панелька с кнопочками. Ну, тут диодик. Тут тоже диодик принимающий, я так понимаю. И несколько кнопочек с посеребрением. То есть, ничего богатого нету. Ну, проводок, сами понимаете, медяшка. И финальная на сегодня плата. Это плата, которая стояла, получается, в дальней стороне стола. То есть, вот они, 3 шлейфа были тут подсоединены. То есть, там внутри все желтое. Это приятно. Медяха.
Радиатор также транзистор, но радиатор прям тяжелый чувствуется. То есть также микрухи, мелкие СМДшки. То есть, ребят, кому интересно, все сами разглядите, что нужно. Вот, друзья, закончился этот телевизор. Всем спасибо, что дотерпели. Все, я пойду дальше убираться. А вам всем счастливо, всем пока. Лайк с вас за столько мусора.